Только что Ермака отпустили из-под стражи. Давайте разберемся, что это за человек, почему он такой неприкасаемый и зачем вообще он начал боевые действия на территории Украины. Итак, свежая новость. Ермака выпустили под залог после ареста по делу об отмывании почти 460 миллионов гривен. Давайте по хронологии. Ключевыми фактами и без воды, что называется. Все, что я буду говорить, либо подтверждено официально, либо является версиями, а версии это то, что имеет под собой логическое обоснование. Тем не менее, в СМИ и расследованиях эти версии присутствовали, я же кое-что с своей стороны отмечу и от себя добавлю. Родился данный Ермак в 71-м в Киеве, отец Борис Ермак в конце 80-х работал в советском посольстве в Афганистане. Курировал профтехобразование, потом стал начальником отдела кадров торгпредства. Многие тогдашние спецы из Кабула имели отношение, естественно, к КГБ, и это, в общем-то, не секрет. Сам Ермак, тем не менее, это вообще его второе имя, что он, что отец, они всегда отрицают то, что совершенно очевидно, для, скажем так, какой-то системы и каких-то правил тех или иных событий. Что является фактом, это то, что в Афганистане отец познакомился с человеком по имени Рахамим Эммануилов, который потом стал влиятельным российским бизнесменом. Интеграцию из радикальных исламистских кругов в Россию сейчас, это уже, наверное, не секрет. Впрочем, если для кого-то еще секрет, подпишитесь на канал, я этому уделяю много внимания. Позже Андрей помогал ему с бизнесом в Украине, это тоже подтвержденная связь. Сам Андрей, юрист, начинал в 90-е с международного права, интеллектуальной собственности, работал с крупными компаниями, шоу-бизнесом. Кстати говоря, Зеленский, если кто-то не помнит историю эту, то, по крайней мере, одна из самых практически официальных версий, кстати, если хотите, могу разобрать ее подробнее, он появился благодаря Киркорову. Киркоров – это любимый певец Северного Кавказа, если быть более точным, это из области, из окружения Кадырова. Кадыров очень любит Киркорова. Киркоров очень легко умеет навязывать определенных персонажей, например, IQ Plastic на территории России. Это как пример я привожу немножко в сторону, но чтобы было понятно. Там есть владелец этой компании по пластической хирургии, у которого даже если после его операции умирают люди, он не попадает ни под какую ответственность. Влияние Киркорова столь сильно, что когда он взял вот этого мигранта из Узбекистана, которого не брали никуда на работу, там еще был мигрант, не очень талантливый, то это начинаются сотни миллионов, которые идут через саму вот эту систему. Причем жалоб в сторону Q-Plastic огромное количество. То есть он, видимо, не очень хороший профессионал, причем зачастую публичные личности довольно серьезные жалуются, что там просто уродуют людей. Но как с гуся вода, то есть расследование практически невозможно. Однако вернемся к тому, кто тоже пришел отчасти через шоу-бизнес, то есть это самый Ермак. Правая рука того самого Зеленского, который пришел примерно оттуда же. Данный Ермак был продюсером нескольких фильмов «Правила боя», «Лимит», «Сквоттер 32», то есть из киношной тусовки вышел в политику. В 19-м Зеленский берет его помощником по внешней политике, а уже в феврале 20-го он становится главой офиса президента и остается на этом посту больше 5 лет. По странному стечению обстоятельств, именно эти 5 лет довольно тяжелые для Украины. В это время вокруг него постоянно крутятся скандалы. Первый громкий 20-й год, пленки Лероса. На видео человек, очень похожий на брата Ермака Дениса, обсуждает продажу госдолжностей, таможня, укрализация, министерство, называются конкретные суммы. Брат подтвердил, что голос его, но сказал, что это вырвано из контекста. Дело открыли по торговле должностями, важный момент, потом тихо переквалифицировали в мошенничество и тихо спустили на тормозах. Вагнер-гейт, давайте рассмотрим, тоже любопытная история. Август 20-го украинские спецслужбы якобы готовили операцию по выманиванию и захвату боевиков ЧВК Вагнера, которые воевали на Донбассе. Но за день до официального этапа информация ушла. Вагнеровцев задержали в Белоруссии и потом отдали обратно России. Много источников прямо говорили, что информацию слили из офиса президента. Ермак и Зеленский, казалось бы, зачем это надо, но вы дальше поймете, что картинка-то складывается вполне себе логично. Впрочем, давайте по этапам. Ермак и Зеленский назвали это российской дезинформацией. Доказательств суда. А как российская дезинформация? В чем заключается российская дезинформация? Если это был удар по России, Россия здесь вышла в выигрыше, но кто слил-то?
Россия, ну это против нее велось, значит, она не могла иметь этой информации. Ну, ляпнул про дезинформацию и можно жить спокойно. Доказательств суда, естественно, не было, но осадок, что называется, неприятный остался. Особенно после того, как эти же вагнеровцы потом снова появились в Украине. Собственно говоря, для чего и формировались. Дальше Миндич гейт. Рассмотрим конца 25-го. Коррупционная схема в Энергоатоме с откатами на закупках. Там фигурировал Тимур Миндич, давний друг и бывший бизнес-партнер людей из окружения Зеленского. У Ермака дома провели обыски, и в конце ноября 25-го он уходит в отставку. В мае 26-го ему вручают подозрение. Легализация 460 миллионов через строительство элитного коттеджного поселка «Династия» под Киевом. Ну, в общем, они династия. Следствие считает, что часть денег шла из той же энергетической схемы, и одна из резиденций якобы предназначалась ему. 14 мая суд отправил под стражу с залогом 140 миллионов гривен. Деньги собирали, ну, он тут же сказал, что у него таких денег нет, и поэтому деньги собирали несколько дней, и вот сейчас новость. Залог внесли и отпустили. Если кого-то когда-то задерживали, и у вас не было денег, таких, наверное, много смотрит мой ролик, ну вот представьте себе, что вот как-то вот так вот взяли да собрали. Бывало такое у вас или нет, пишите обязательно. Такая хронология, что касается него самого, а дальше начнем уже самое, что называется, интересные и любопытные совпадения, о которых, ну, скажем так, не то чтобы мало говорят, я бы сказал, совсем не говорят. С одной стороны, человек, который 5 лет был вторым по влиянию в стране и вел все ключевые переговоры. С другой, после некоторых он там даже вроде как, образом выражаясь, получше одевался. С другой, постоянный шлейф из торговли должностями, подозрений в сливе спецопераций, коррупции на огромные суммы. Сам он все отрицает, как обычно, и говорит, что это политические атаки, ну и как бы он считает, что на этом можно и закончить диалог. Вот такой вот избранник народный. К 19-20 году давайте рассмотрим, что происходило с полком Азов. И мне кажется, это очень хорошо дополнит общую картину, понимания, на кой хрен он вообще взялся. И почему он так во власть вцепился. Уже активно полк Азов двигался в сторону легализации. Больше того, я от себя добавлю, очень сильно поддерживался общественностью, то есть народом. Это очень важно. Почему? Потому что, как пример приведу, в свое время было в Советском Союзе, когда он еще только формировался, Антоновское восстание, которое возглавил там бывший эсер, ну, по сути, милиционер, можно сказать, в своем районе, регионе. У него под ружье встали 50 тысяч бойцов. Они коммунистам очень сильно ломали хребет, там вплоть до окружения, до взятия в плен, то есть это не просто на митинг вышли. Вот, и считается, что порядка 80% населения было втянуто в эти боевые действия, при том, что всего 50 тысяч. Что это значит? Это очень сильно влияет, потому что это поддержка, это ресурсы, это просто пропитание, это возможность укрыться, мобильность. То есть люди поддерживали вот именно этих самых антоновцев. За что расплачивались жизнями коммунисты? Тогда уже изобрели, по сути, такие прародители концлагерей, то есть лагеря, место содержания задержанных. Институт заложничества, когда в заложники брали семьи и говорили, выходите из леса, партизаны, там, условно говоря. То есть очень много чего нового было изобретено, что потом мы увидели уже доработанным в руках товарища Адольфа Гитлера. Но это к слову. Едем дальше. Бывшие радикалы начали чистить имидж. Вот что касается полка Азов, они были поддерживаемы народом, да, вот то, с чего я начал, и когда начали подниматься вопросы по поводу международных переговоров, каких-то действий, даже Зеленский приезжал в Золотое, была встреча с полком Азов, они шли на уступки. Они действительно принимали те решения, которые, ну, чтобы перед в глазах международного сообщества цивилизоваться. Бывшие радикалы начали чистить имидж, избавлялись от откровенно нацистской символики, заявляли о готовности подчиняться международным нормам, работать в рамках закона. И что любопытно, как вы обратите внимание, по сей день им ставится в вину именно эта символика. Она у них была, но они сильно начали мешать, вот я делаю такой вывод, имха, мое мнение, именно когда они начали от этого отказываться. А потому что мало того, что народ поддерживает, в этом случае их могут поддержать и международное сообщество, та самая легитимизация. Вы вспомните, когда начали активно устранять, например, то или иное, скажем так, движение восстания ичкерийцев в Чечне, Ичкерия, когда называли, когда они начали появляться на международных встречах. Они когда начинают отказываться от жесткости, от грубости, от беззакония и радикализации, вот в этот момент кто-то где-то начинает и прикручивать болты, потому что они становятся серьезными политическими фигурами, больше того, с правом наследия власти, захвата власти, но уже официального, легитимного.
Тем не менее, в данном случае полк Азов шел явно этим путем, это я делаю свой вывод, вы можете с этим поспорить, работать в рамках закона. Команда, кстати говоря, полк Азов тоже может быть важным будет для людей, которые следят за этими событиями. Он был сформирован из русских и украинских националистов. Их объединила, ну, собственно говоря, своя точка зрения и попытки бороться с действующими властями и там, я так понимаю. Ну, скажем так, в Украине, они, конечно, то есть они на территории Украины, они были поддержаны народом, их даже плавно вплетали в определенную официальность, но все равно они были радикалами, и это не давало им пути в международную, скажем так, политику, потому что любые боевые действия рождают героев. Люди их рождают, люди любят героев, люди любят победителей. И они уже были на границе того, чтобы у них начало что-то такое появляться. Командование открыто говорило, что хочет стать обычной бригадой Нацгвардии без лишних вопросов от западных партнеров. Все шло к тому, что Азов вот-вот окончательно впишется в систему и перестанет быть неуправляемой силой. И вот здесь появляется момент, который многие до сих пор считают странным совпадением. Именно в это время в офисе президента резко усиливается влияние Ермака. А дальше начало полномасштабной войны и оборона Мариуполя. По поводу Мариуполя много легенд, ну скажем так, я не могу ничего утверждать, но то, что его отдали в окружение, об этом говорили жены бойцов полка Азов. Они давали интервью, они говорили, что именно дали замкнуться клещам, потому что отводились вооруженные силы Украины, ну просто отдавали даже некоторые населенные пункты. На данный момент, сейчас я когда ищу, официально это уже не подтверждается. В свое время об этом много говорилось, то есть, собственно говоря, просто свидетели, просто из первых рук об этом говорилось. Но сейчас это, ну, мол, вот так, их оттеснили, типа. Не знаю, не буду утверждать, честно говоря, но, как говорится, опять же, осадочек остался. Когда уже ушел разговор о возможной эвакуации или договоренностях, украинское командование продолжало держать позиции, хотя критики потом говорили, что можно было выводить людей раньше. Ну, этому очень много уделялось внимания. В самом начале, когда высказывали очень странные фразы про то, что если бы людей эвакуировать, то дороги бы они заняли, и военнослужащие не могли бы никуда передвигаться. Арестович на этом себе имя сделал. Также, кстати говоря, из офиса президента. В мае 22-го защитников все-таки вывели и сразу начались переговоры. В сентябре состоялся большой обмен, в результате которого командиров Азова отправили в Турцию под личные гарантии Эрдогана. Здесь я с своей стороны делаю акцент, то что, в принципе, если вот принять мою версию, что полк Азов и был главной целью ликвидации. С одной стороны, из России этого практически не скрывают, вот в Украине об этом не очень говорят. Ну, тогда пришлось бы признать, что там было много русских, которые защищали Украину. Как-то фраза, наверное, не ляжет, хотя сама собой напрашивается. И вот что если брать эту версию, то тогда стамбульские переговоры, хотя сейчас активно отрицаются, ну, по крайней мере, пропагандой со стороны Украины, они ложились в общую картину того, что это всем выгодно. Избавиться от полка Азов, который всем как кость в горле, еще раз, и он вот-вот был легитимизирован бы, прямо через короткое время, и, возможно, президентом был бы кто-нибудь из бойцов Азов. Ну, так иногда случается. Но в октябре того же года Ермак сам летит в Стамбул, встречается там с семьями, то есть проходят переговоры, подписание, Путин об этом часто, кстати говоря, упоминает, вручает командирам ордена. И вот на фоне полка Азов тут вдруг Ермак еще и себе имя на их фоне делает. От имени Зеленского устраивает им видеосвязь с президентом. После этого Азов, как самостоятельная политическая сила, уже окончательно проседает, естественно. Кто мог превратиться из военных в реальных народных героев с политическим весом, оказались либо в плену, либо в Турции, либо в 200-м бараке, сейчас мы об этом тоже поговорим, либо сильно ослаблены. Ермак в это время продолжал наращивать, естественно, влияние в тылу. Есть версия, что сильный, популярный, уже чистивший репутацию Азов был не очень удобен для тех, кто хотел держать всю власть в одних руках. А прямых доказательств, естественно, что Ермак лично давал приказы по Мариуполю, нет. Но последовательность событий, что называется, от готовности Азова к легализации до его фактического уничтожения, как политической силы, до сих пор вызывает вопросы у очень многих. Впрочем, не знаю, пишите, вызывает или нет у вас. После того, как защитники вышли с Азовстали, в середине мая 22-го их разместили в Еленовской колонии. Вот здесь, мне кажется, довольно любопытный момент. Сколько я не искал, я так и не нашел ответа, кто погиб в 200-м бараке. 200-й барак, он идет вот так вот. Первый барак, второй барак, третий барак, четвертый барак, 200-й барак. Если кто-то заметил в этом определенную нелогичность, то есть вроде как после 4-5 должен идти, то в этом есть определенный намек и явный посыл. То есть 200-й барак намекает на груз 200, грузом 200 называют людей, которые погибли в боевых действиях. Барак был назван 200-м еще до того, как в него перевели самих вот этих бойцов полка Азов. Каких-то конкретно отобрали, туда перевели, и дальше что-то случилось.
Их разместили в Еленской колонии на оккупированной территории. Украинская сторона заявляла, что выход был согласован с гарантиями безопасности для всех. 29 июля 2022 года в одном из бараков, в том самом 200-м, где держали именно азовцев, прогремел мощный взрыв. Погибло больше 50 человек по сей день, вот что вот очень странно, что Россия, что Украина вообще не говорит, я не нашел информации, кто эти были 50 человек. Вот кто это могли быть? Десятки получили тяжелые, да, не герои ли, те, кто уже, может быть, засветились их имена, не знаю, вот не знаю. Десятки получили тяжелые, ну, может быть, да, самые опасные, те, кто бы имел какие-то перспективы, может быть, связи, может быть, переговоры с кем-то, не знаю, закрывайте эту информацию, ее нет. Но был один человек, который знал ответы. Где этот человек? Россия сразу заявила, что это украинский «Хаймерс», однако ООН, независимые эксперты и даже американские, ну, можно ли здесь считать, что есть независимость, да, так как есть определенные страны, которые кого-то поддерживают, не поддерживают, так что про полную независимость я бы здесь вообще осторожничал. Тем не менее, позже подтвердили, что следов от «Хаймерс» нет, взрыв был изнутри здания, скорее всего, с применением термобарического заряда. Самый интересный момент случился потом. Единственным человеком, который знал все детали, кто размещал пленных именно в этом бараке, кто имел туда доступ и что происходило в ту ночь, был начальник колонии Сергей Евсюков. Украина объявила ему подозрение. То есть это обвинение, если терминами Российской Федерации, в жестоком обращении с пленными. Ну, если взрыв это жестокое обращение, то в принципе логично. В декабре 24 года в центре Донецка взорвали его автомобиль. Это, наверное, Россия подчистила, да? Евсюков погиб на месте, официально это был подрыв, за который, по некоторым данным, даже предлагали вознаграждение. То есть искали срочно его ликвидировать. То есть вместо того, чтобы выкрасть ключевого свидетеля, как-то найти его, добыть, достать, как когда-то евреи после Второй мировой войны, даже тех, кто, не знаю, так, по-моему, система скрепка называлась, ну, то есть полезный, ученый, еще кого-то из нацистов, их прятали, выводили, то есть использовали их как полезный ресурс. Евреи их выкрадывали, потому что им не надо было ликвидировать, им надо было судить и показать вину. Здесь прямая необходимость его пылинки с него сдувать, потому что он носитель ключевой информации по всему, что происходит сейчас уже много лет. Потому что то, что произошло в данной колонии, ну вот, на мой взгляд, это краеугольная точка, краеугольный камень вообще всего происходящего. Но вместо того, чтобы выкрасть ключевого свидетеля, как-то до него добраться, не знаю, дать ему денег, оплатить, пообещать ему жизнь, лишь бы он рассказал, его просто устранили. Странная, на мой взгляд, довольно-таки логика для тех, кто хочет узнать правду. Ну и в этой картине у меня, хотя это много обсуждают со стороны Украины пропаганда, со стороны России пропаганда, они говорят про стамбульские переговоры, Россия про то, что обо всем договорились, Украина о том, что да нет, нифига не договорились, а у меня картина рисуется, что договорились. Договорились. Но почему дальше, да, почему что дальше продолжалось? Все, полк Азов целью избавились, и все, каждый при власти легитимирует, да, то есть право на насилие, все как обычно, то, как должна жить власть, то, что чуть из рук не выскользнуло при помощи полка Азов, оно все уже больше не в опасности. Здесь я бы провел параллель о том, что вообще появляется такой, как Ермак, и на него уходит весь акцент внимания и влияния, перекидывает с полка Азов. Ну, не знаю, получилось у меня или нет рассказать по фактам и по странному совпадению этих фактов. Говорите со своей стороны. Можно будет доработать, что-то обсудить, может быть, я в чем-то не прав, но вот у меня как-то с моей стороны определенная картинка сложилась. Да, что стамбульские переговоры были выгодны и одной, и другой стороне, что-то поменялось. Ну, что поменялось, не знаю. Я могу тут высказывать свои версии, но сейчас не хочу на это отвлекаться. Может быть, перспектива 400 миллиардов, ну, это чуть больше, чем сколько у вас там копеек в кармане, а 400 миллиардов это примерно много. И возможность их качнуть с несчастного наивного налогоплательщика в Соединенных Штатах, очень хорошая перспектива, чтобы отыграть еще и вторую серию неплохо зашедшего пилотного выпуска данного кровавого сериала. Сказал бы я очень кратко и уклончиво, впрочем, пишите, если желание, чтобы я рассмотрел это глубже, дальше и подробнее. Ведь сериал-то все еще продолжается. Как же нам его не рецензировать и не обсуждать? Увидимся.